Xiaomi Pad 8, наверное, с одним из самых интересных экранов на рынке, который является чистым 12-битным экраном с HDR10, с HDR-VV, Dolby Vision, еще и с хорошим разрешением, о котором мы, конечно же, поговорим позже, но экран действительно очень крут. И знаете, что самое интересное? Они заявляются про 800 нит яркости, но вы сейчас видите замерчик, и максимальный у нас выходит 840 нит яркости, то есть по факту он даже превосходит характеристики, которые ему изначально выдает сама Xiaomi. Да, это средняя получается 840 верхняя, потому что где-то в угле там 800, где-то 801, где-то 795, и средняя у нас получается 840. Но планшет очень хорош. Есть две версии, есть Pro версия на Snapdragon 8 Elite, а это конкретно на Snapdragon 8 Gen 4, 8S Gen 4. Насколько интересен и стоит ли брать прошку? Стоит. Объясню сразу на старте. Овер мощность даже в таком исполнении. Это версия 8 на 256, при том, что от 128, не знаю, насколько вам принципиально, но там стоит UFS 3.1, а здесь стоит UFS 4.1 память, именно хранилище. И сама по себе оперативная память идет LPDDR5X. Очень даже неплохо. Но даже в этом варианте исполнения простого 8S Gen 4 поиграть, допустим, в виндовые игрушки вы можете. Да, здесь работает отлично Game Hub, в котором я, например, играл Лару Крофт. Я вам дальше покажу, конечно, это все мы протестируем. И это не Steam, вот, допустим, это не PC Link, не PlayStation Link, это чистые виндовые игрушки на чистом виндовом эмуляторе. Распаковки, конечно же, не будет. Смотреть не на что, потому что в комплекте у европейской версии есть вот такая вот пленка, да, обложка, есть кабель быстрой зарядки, инструкция. Вот кабель быстрой зарядки, но при этом она поддерживает именно вот эта версия, не прошка, 45 Вт, и в принципе любой Xiaomi-шный, кстати, оно показывает Xiaomi Turbo Charge, когда ты подключаешь к фирменному кабелю быстрой зарядки. Больше ничего в комплекте нет, и чехла нет, как у обычных китайских планшетов, поэтому чехольчик я покупал отдельно, чехольчик вот такой вот заломыш, да, который у нас рассчитан и под ручку, он магнитный, ну, как вы видите, он чуть потертый, потому что я им пользуюсь постоянно, то есть он магнитный, все это монтируется в край прикольно, смотрите. То есть раз и все. И при этом он очень хорошо липнет. Очень хорошо липнет, то есть он не выпадает, не отпадает, ничего. И вот таким вот образом он в залом уходит. Вот так вот заломали, то есть это прилепили, заломали, у вас вот так вот он стоит. Суперово. Хотя вот обидно, что не кладут. Вот многие китайские производители кладут в комплект вот эти чехлы, а этот чехол фирменный стоит дорого. А теперь дальше. У нас он сам по себе алюминиевый, есть у нас коннекторы под док-станцию. Сзади в простой версии 13 мегапикселей, в прошке 50. Кстати, удивительно, ну не удивительно, а как бы со вспышкой есть, необычное дело для планшетов. Есть 4 динамика с Dolby Atmos, очень громких, классных. И все эти, вот видите, здесь Type-C 3.2, и все эти версии идут без 4G. И как бы я не хотел купить 4G, его просто-напросто в продаже нет. Ну, не существует, не делает Xiaomi, почему-то не заморачивается, дабы не морочить вам голову сертификации под разные регионы, не хочет делать эта компания с 4G планшеты. Хотя в таком исполнении мне он очень понравился. Netflix воспроизводится с Dolby Vision, но в международной версии. То есть я покупал у себя на рынке, допустим, в Украине, а вот прошка стоит почему-то невероятно дорого. То есть даже если в гривне брать ближайший плюс $200, извините меня, на Алишке там вообще 1,5, 1,8 коэффициент удорожания между прошкой. И когда я так стоял и думал, блин, прошка 8250 и простой 8256, нет, 256 и 256. И что взять, я взял не колебаясь этот, потому что я даже в таком варианте исполнения ни разу не смог его нагрузить на 100%. С шикарной батареей на 9200 мА он действительно подходит классно для кино, для игр, для каких-то повседневных задач. Даже если не хватает LTE, со смартфона раздали точку доступа, и, пожалуйста, интернет у вас всегда будет. А сейчас мы с вами перейдем его, конечно же, ну, для начала посмотрим, что заявляют по характеристикам, сравним с прошкой уже более детально, а потом перейдем, потестируем и сделаем выводы. Перед этим подписывайтесь, нажимайте колокольчик, и ссылки все в описании под видео. Ну а если вы не знаете, где в Украине купить подписки на все украинские стриминговые сервисы и ТВ-боксы проверены, то, пожалуйста, tvtechnozone.com.ua и tvtechnozone.com.ua, переходим, там все для вас есть. Так что поехали. Технозон.
Теперь же посмотрим, сколько он стоит и какие характеристики заявлены. Ну, на фирменном сайте можно писать много, и мы все прекрасно знаем, как Xiaomi страдает маркетингом. Основное, я хочу здесь отметить, это вес его 485 грамм обязательно. О том, что они сразу же говорят, что это 3.2К, 144 Гц, Crystal Clear Display, так называемая технология 3200 на 2136 у нас разрешение и до 144 Гц, а вот это вот до 360 Гц это время опроса экрана. То есть, когда вы будете играть, очень быстрый опрос, не будет input лага. А 240 Гц с ручкой, 800 нит пиковая яркость, которую мы уже замерили с вами. И у нас TÜV сертификация, все очень красиво. Ну, по процессорам сейчас мы пройдемся. Давайте мы, наверное, посмотрим это все на GSM Arena. И тут уже такой немаловажный аспект. Здесь более точные характеристики. Qualcomm SM8735 Snapdragon 8S Gen 4 4-нанометровый. Octa-Core, да, 8-ядерный у нас там, где... Ну, это мы тоже сейчас увидим. Adreno 825. Да, вот, по памяти. Версия на 128 гигабайт идет у нас 3.1 UFS. Это для 128. А уже все, что свыше, идет UFS 4.1. Запись у нас... Основная камера 4К 30, Selfix 1080p 30 Гц. Есть 4 спикера с Dolby Atmos, и у нас, видите, 3.5 джека нет, но он может декодировать 24 бит 192 кГц, Hi-Res и Hi-Res Wireless Audio. То есть, если вы подключите наушники какие-то с Hi-Res Wireless сертификацией, то там будет, конечно, все прикольно. Все это благодаря Bluetooth 5.4 и кодекам LHDC 5. Кстати, USB-C работает у нас стандарта 3.2. Акселерометр, гиа, Proximity Compass и 45 Вт, проводная зарядка. Кстати, и Quick Charge 3 плюс и Power Delivery 3.0, еще и реверсная зарядка 22,5 Вт. Ни хрена себе, скажу я вам. По цене я покупал, кстати, Valo, вот именно эту версию, она стоила, вот примерно столько и стоила, 20. Вот, я покупал вот как на клике 18239, но на клике я не уверен, что это глобалка, потому что везде у нас, допустим, в Комфе, именно в Цитрусе продается глобальная версия. Ссылки, кстати, все в описании под видео для Украины. На Алишке он стоит $426 у проверенного продавца. Здесь ничего нового они нам не написали из того маркетинга, который есть. Кроме того, что здесь еще они указывают, есть Wi-Fi 7/7 и... что у них Wi-Fi 7, 2x2 MU-MIMO, и есть еще поддержка LDAC, кроме LHDC. Насколько правда, не знаю. А вот теперь вопрос по Pro-версии. Если прошка у нас, вернее, если простая у нас стоит там 400 с мелочью долларов, то, извините меня, прошка стоит нифига себе дороже. И если посмотреть, допустим, ту я свою версию брал там до 20 тысяч плюс планшет, плюс чехол там 20 тысяч гривен, 21, то прошка в Украине стоит на 9 тысяч гривен минимум дороже. А это уже ощутимо. Но вот в чем разница? Давайте посмотрим на сравнении на том же самом GSM Arena. И здесь у нас уже совсем другое дело. Все идет по весу одинаковое. По покрытию у нас стекло сверху, алюминиевый корпус. Вот все как бы красиво. Поддерживается стилус на магнитной зарядке. 144 Гц экран HDR10 с 800 нит яркостью. Dolby Vision, кстати, еще и 12-битный. В обоих вариантах 68 миллиардов цветов. Это чистый 12-битный экран. 11,2 дюйма. Что у нас тут еще? 345 ppi на Android 16. Основное отличие это у нас процессор Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 на простом и Snapdragon 8 Elite 3-нанометровый на прошке. Насколько эта производительность вам важна, насколько она там прям сильно задирается, но я в своем варианте исполнения не заметил разницы, потому что 8S Gen 4 и так оверпроизводительность для такого типа планшета, то есть 2 миллиона 300 тысяч баллов в Antutu, это, честно вам скажу, до хрена. Ну, в принципе, и графика отличается. Adreno 825 против Adreno 830. В остальном всем практически одинаково.
неплохо, с учетом того, что есть варианты еще 512 на 12 и 512 на 16 в прошке, а в простом есть только 256 на 8 и 256 на 12. Небольшая разница в зарядке. Дело в том, что на прошке 67 Вт зарядка. Вот этого маркетинга я вообще не понимаю, почему нельзя в простом сделать такую зарядку. Сказать, что не поддерживается. Просто-напросто сделали какой-то бенефит, учитывая цену в достаточно таком, в 1,5 раза выше цену, почти, если брать со всеми плюшками. Но в целом, давайте уже переходить и тестировать планшет вживую. Интерфейс. Очень плавный, хороший интерфейс. Действительно, процессора здесь хватает для всего. Начнем сразу с характеристик. Xiaomi Pad 8 у нас 8 гигабайт LPDDR5X на 256. Конкретно эта версия, заявлен Bluetooth 5.4. Центральный процессор Snapdragon 8S Gen 4. У нас Cortex A720 7 ядер по 2,8 ГГц. И ядро ARM Cortex X4 3,2 ГГц высокопроизводительный. 64 бит ARM V9A. За отображение у нас, конечно же, отвечает Adreno 825, 120 герцовый экранчик, хотя он больше. То есть здесь в базе мы смотрим и видим разрешение 3200 на 2136. А Connect у нас составляет 2,8 гигабит. По факту это Wi-Fi 7, хотя пишет 6, ну 2,8 гигабит. Батарея у нас, как мы видим, 9200 мАh, Android 16. А из кодеков мы видим C2 у нас тут есть и по звуку, кстати, декодеры есть, Dolby, но это, в принципе, скорее всего для Netflix. Тут видите, из заявленного Dolby он действительно есть. AV1 кодек есть, у нас есть VP9, Dolby Vision декодер есть. Это значит, что здесь Dolby Vision экранчик, и все у нас тут, в принципе, хорошо. Дальше посмотрим настроечки о планшете. Это европейская версия, которую я покупал в Украине. К тому же, видите, еще и с украинской сертификацией. Есть все возможные сертификаты всех стран, в которых он продается. По Antutu набрал 2 312 818 баллов, то есть 312 818. Давайте тест мультитача сделаем. Ну, здесь у нас 10 касаний, вообще не вопрос. Ну и такая мощность, конечно же, нам пригодится для игр и мультимедиа. Можем сразу оценивать мультимедиа. Очень неплохо работает Netflix, который, кстати, и показывает у нас тоже, что он поддерживается Dolby Vision. А вот это уже интересно, с пространственным звуком, потому что у нас много динамиков. Это, кстати, звучит очень и очень неплохо. То есть, когда мы воспроизводим сам по себе фильм, у нас очень хорошо это все дело воспроизводится. Конечно, мы вынуждены чуть-чуть скрывать контент, потому что правообладатели не дремлют. Очень неплохо. По экрану, по яркости вообще, тут такой запас яркости, просто сумасшедший. То есть для Dolby Vision здесь очень даже все это дело хватает. Netflix, разные стриминговые сервисы, конечно же, здесь будут работать. Потому что у нас здесь есть DRM L1, защита Widevine DRM L1. Это уже очень хорошо. И куда же в таком планшете без игр? Сразу говорю, смотрите, есть у нас панель игровая, где мы можем с вами именно просто-напросто классно делать изменения голоса, есть таймер, есть у нас режим не беспокоить, запись экрана, снимок экрана, различные очистки памяти, а также мы можем сразу же все это дело ускорить и получить еще и показатели FPS. То есть мы с вами видим, вообще, допустим, в том же PUBG мы стабильно получаем 90 на вот таких вот настройках графики. Смотрите, пожалуйста, у нас лучшая частота кадров стоит, и у нас по настройке графика высоко. То есть у нас вот такие вот настроечки. При этом играть вы можете без каких-то проблем. Все очень-очень четко работает. В том плане отклик практически мгновенный на экран. То есть вы можете там сколько угодно бегать, сколько угодно прыгать. И никаких вопросов нет. В перегрева особого я не ощутил. Хотя, честно говоря, ну такой процессор достаточно тяжело охладить. А ну давайте. Я представляю, что было бы, если бы была бы вообще прошка. Я поэтому, в принципе, ориентировался именно на этот момент при выборе. Так, а что мы там взяли? Мы ничего не взяли, да? Из оружия молодцы. А уже идет перестрелка полным ходом. Удобно, что у нас конкретно вот эта часть не закрывает, ну даже если закрывается руками, у нас стереозвук на 4 колонки. У нас все равно в любом случае слышно весь звук, который есть. Вот это мы возьмем. Весь звук, который есть, и достаточно живенько мы можем позиционироваться. Звук очень хороший. Ну, давайте
Сейчас включим с вами 90 FPS. Вот мы смотрим по графику, средний FPS 90, при этом у нас включен режим производительности. Больше он здесь не давал. Не знаю почему, хотелось бы, конечно, больше 90 получить, с учетом того, насколько здесь классный экран. Давайте что-то еще там постреляем обязательно. А где кто вообще? Где кто? Кто-нибудь есть? Ну, слушайте, ну, грех жаловаться в PUBG на вот таком вот прикольном планшете. То есть здесь мы проблем не видим. Вот если уже так говорить про экран, мы там про частоту. Смотрите, у нас, если мы пойдем с вами в экран и яркость, у нас сейчас светлый режим, все хорошо, максимальная яркость экрана даже надо пригасить, потому что очень сильный пересвет на камеру, я постоянно регулирую камеру. У нас есть автояркость, есть дневной режим, и у нас частота обновления до 144 Гц. Вы можете принудительно включить 90, 60, либо 144. Есть у нас адаптивный цветовой тон, но это все у нас в принципе стандартные функции уже самого Qualcomm. Также вот сразу кидается в глаза у нас Xiaomi Hyper AI. Тут у нас, конечно, очень хорошо расширенные функции по искусственному интеллекту, например, AI Art, то есть у нас можно обвести набросок по кругу, чтобы создать красивые изображения. Очень классная тема. Так, нарисуем машинку. Давайте такая машинка будет. И попробуем что-то сделать. А вот у нас получилась вот такая вот машинка, варианты вы можете выбрать. Так, а ну давайте чуть усложнимся. Давайте какую-нибудь бабочку сделаем. Блин, это очень интересно. Бабочку хочу. Давайте. Это будет на бабочку похоже. Ну, обводим. Слушайте, ну, обыкновенный генеративный интеллект, да, там можем выбрать с вами 3D мультфильм, либо там различные, видите, чернила, наследие, ретро-анимация, либо киберпанк. Что такое киберпанк бабочка? Вообще интересно стало. Воу, киберпанк бабочки, это, конечно, нечто. Это красиво, хорошо. Искусственный интеллект генеративный, работает, по крайней мере, лучше, чем в том же самом Apple, да? Теперь у нас есть AI-писатель, то есть мы можем с вами организовывать и улучшать текст, по сути, в заметках. Нажимаем плюс, создаем заметку и затем там генерируем или исправляем текст. Помощник для творчества, AI-помощник для творчества, он улучшает фото. Вот это очень прикольно. То есть он делает из простых фото Ultra HD фото. Распознавание речи. Здесь чуть-чуть у нас ограничения по языкам, но вот этот вот инструмент, он может различать говорящих. Он, видите, автоматически определяет говорящих после начала записи и группирует абзацы по говорящим. Создает сводку, переводит. Вот это очень круто. Это прям, ну, нереальная тема. Все это делается, кстати, в заметках. У нас также есть переводы разговора. Это чуть другое дело. С AI с субтитрами. Давайте, вот он английский, и поддержка у нас идет испанский, французский, индонезийский, итальянский, польский, румынский, словацкий, русский, а ну где украинского моего нету. Ну вот видите, для меня это не совсем интересно. AI поиск, ну это поиск системных приложений, поиск на устройстве, поиск связь с Windows и, конечно же, AI субтитры. Вы можете получать двухязычные субтитры в реальном времени. Классная тема для перевода, например, каких-то видео и тому подобное. Взаимосвязанность. Вообще фишка Xiaomi, которая меня всегда вообще будоражила воображение. Вы сейчас видите вставочку, как с моим Xiaomi 17 идет взаимодействие. Пожалуйста, вы можете пролистывать видео, вы можете делать все, что угодно, просто-напросто связав ваш планшет со смартфоном. Это прям идеально работающая тема. Я еще при обзоре Xiaomi Pad 6 и 7 это показывал. Чтобы вы понимали, по батарее это прям нереально круто. Почему? Потому что я тут вы видите, там играл легендарные игры, это Game Hub. То есть там по чуть-чуть, понемножку, ну это мы сейчас вот потребление такое уже врубили, там, вернее, вот мы зарядили. До этого у нас было, смотрите, мы проработали 159 часов, иногда играл, иногда не играл. Немножко PUBG, Carrick Street совсем чуть-чуть. Ну, в принципе, я вам скажу, батарея держит нереально классно. 9200 мАh плюс наш этот процессор, который 4-нанометровый, конечно же, делают чудеса в автономности. Вы сейчас спросите, а что про Game Hub идет речь? А я вам сейчас скажу. Берем обыкновенный геймпад Tarantula, ну, он не совсем обыкновенный, кстати, ссылка в описании под видео. Классная тема. Открываем, например, Game Hub.
Ну, у меня сейчас загружена одна игра. Давайте, вот Tomb Raider. О чем идет речь? Идет речь о запуске конкретных, вот я вот играл, о запуске конкретных Windows игр прямо на нашем планшете. Как мы видим, Steam запустился, это идет конкретно, речь не про трансляцию, это идет конкретно про эмуляцию винды. Давайте запускаем Tomb Raider. Вот так вот это выглядит. Давайте я сейчас, ну, я уберу, конечно же, геймпад, но мы загрузим Tomb Raider и поиграем чуть. Вот, пожалуйста, мы играем в Tomb Raider с 58 FPS, от 40 до 58 FPS. Вот, пожалуйста, смотрите. То есть это все с помощью геймпада. Да, не все игры будут здесь идти идеально. Понятное дело, что в Киберпанк, если вы и запустите, то вы получите здесь минимальное количество FPS, но очень много современных игр. GTA 5 здесь можно играть. Здесь можно играть GTA 5 через Game Hub. Правда, нужно, конечно, заморочиться, устанавливать отдельные клиенты. Тот, который в маркете, он не даст вам возможности прям вот красиво все играть. Нужно ставить кастомные ядра, кастомные драйвера именно для игры здесь, в какие-то более серьезные игры. Но это все работает, и это все возможно. То есть с этим вопросов нет. И если пойти в Steam, вы можете здесь просто-напросто войти прямо в свой Steam, в свою библиотеку и устанавливать все, что вам хочется. Но опять же, я же говорю, то есть если вы хотите нормально играть, то нужно заморочиться с кастомной версией, с кастомными играми. И, конечно же, тут еще есть некоторый момент. Можно даже подключить клавиатуру, мышку, он это все понимает. Ну и такие AAA-проекты, как Genshin Impact, конечно же, тоже здесь будут работать без каких-либо проблем, при этом на высоких настройках графики. И, в принципе, давайте так, поиграть комфортно вы сможете абсолютно. То есть для ребенка данный планшет очень-очень актуален. При том, что единственное, вот я показываю, что вот если мы даже ускорим Genshin Impact, да, мы сделаем ускорение на производительности, у нас средний FPS не поднимется выше 60. Вот как-то так у него там есть свои какие-то заморочки. Вот где-то в районе там, ну, когда включаешь менюшку, включается 30, но смотришь по графику до 60. Сама по себе игра дает не больше 60 разгоняться, хотя тот же самый PUBG дает 90. Не совсем такое себе игровое решение в плане киберспортивного момента, не так как это делается на Asus'ах, на смартфонах, да, там где выжимают все соки и все оптимизировано под максимальную частоту и качество. Ну и, в принципе, даже такие тайтлы, там, как Car Street, там, другие очень тяжелые, там, Code Mobile, Delta Force, они все тоже тут работают беспроблемно. А для игр этот планшет прям подходит. Я вам скажу так, что я еще не нашел той игры, которая бы его загрузила бы там на 100%. Именно фактически, если поставить на некоторых тайтлах ультра качество, то, конечно же, вы ощутите здесь и нагрев, и небольшие притормаживания. Но то, что во все можно поиграть на высоких настройках, так это уж 100%. Даже такой прожорливый старый динозавр игра Shadowguns Legends на высоких 60 FPS, даже на ультре, он даст нам нормальную производительность. То есть, а вообще я вам скажу, сколько планшетов тестировал, бывает такое, что вот уже на высоких 60 FPS у нас начинаются проблемы. Здесь он стабильных 90 также выдает, то есть мы можем спокойно здесь с вами побегать и поиграть. Давайте сейчас определим датчик, чуть побегаем. Открыли, выберем оружие. Я так люблю здесь просто в одного инопланетянина стрелять. Иди сюда. Давай. До свидания. Я промазал, да? Ну, бывает и такое. Знаете, это игра, кстати, с консольной графикой. Вот вообще такая, знаете, прям консоль-консоль. Если кто не знает, советую очень сильно. 82, 59, бывают просадки, 60. Но в целом игра минимум 60 FPS идет беспроблемно на ультра. Но можно еще и ставить 98. Вот видите, скачки у нас там прыгают вверх-вниз. Поиграть можно. Действительно, планшет для игр удался. Так, подберем сейчас мину. Еще убьем двух монстров и пойдем рассматривать дальше. Вернемся к мультимедийным возможностям. Ну давай, открывай уже. Открывай. Раз и два. Все. В продолжение мультимедиа
У нас, сейчас посмотрим, декодирует ли он HDR. Да, спокойно он декодирует HDR. На автомате выбрал 2К, мы ставим 4К HDR и смотрим, давайте. А он не дает нам включить, настройки премиум, да ладно. Он нам не дает включить мониторинг пропусков. Но дело в том, что видите, как он отлично отрабатывает в любом случае. Слушайте, очень классный звук. Посмотрите на углы обзора. То есть уголки очень-очень приличные. Все, никаких вопросов нет. Давайте выключим. То есть по мультимедиа у меня тоже как бы вопросов нет. По камере. Данный планшет не позиционируется как планшета, как камерная планшета, или как его вообще назвать, не знаю, как камера шет. Но при фотографировании мы видим, что при приближении у нас есть некоторое размытие, артефакты. В целом фотографии очень даже неплохие, то есть как для обыкновенного планшета. Давайте посмотрим еще на качество. Что у нас было? Что-то по экспозиции, по фокусу. Все отлично было. Фокус у нас гуляет, да, немножко. Вот мне лисичка говорит, она конкретно занимается у нас тестированием. Да, по экспозиции я вижу, отрабатывает отлично. Никуда у нас в пересвет не ушло. Слушайте, ну очень даже неплохо. Очень неплохо, но это проигрывает даже каким-то вот среднебюджетным смартфоном по качеству фотографий. Да, по экспозиции действительно неплохо. Вот здесь вот мы видим уже чуть-чуть неосвещенное помещение, у нас уже поплыла фотография. Вот есть как есть, показываем всю правду. Смотрите, как красиво, цветастое. А здесь уже, смотрите, полуосвещенное помещение, у нас вмешивается уже искусственный интеллект. Я вижу ореолы дорисовки. То есть фотографию дорисовывала. А так вот очень даже... А это прям очень неплохо, смотри, прям очень красиво. При том, что это в помещении. Так, по видео стабилизации. Вот у нас есть специальная лестница. Даже какая-то есть цифровая стабилизация, но она в край такая, знаете, ну, во-первых, качество видео даже в полуосвещенном помещении такое себе. Хотя стабилизация есть. Слушай, есть стабилизация. Да, для этого это очень удивительно. По самому видео, видите, в видео есть прям проблема. Он фокусирует все вокруг, кроме самого листика. Вот это прям проблема. И... Ага, то есть тебе приходится тапать, да? То есть, ну... Он сразу изменил картинку, да? То есть подстроился. Но скажу вам так, камера основная среднего такого, средней говнистости. 1080p 60 Гц, ну давайте 4К 30 дает максимальное разрешение. А фронталка у нас дает, сейчас мы 1080p 30 Гц. Мы запишем для вас сэмпл сейчас. Привет, это я. Вот сейчас я вам записываю это видео для того, чтобы вы оценили качество фронталки. Вот фронталка меня порадовала. Даже несмотря на то, что это 1080 Гц, 1080p 30 Гц, очень даже неплохо для видеосвязи подойдет. По тесту сети вы сейчас видите и 5 ГГц, и 2,4. В принципе, для этого планшета это очень даже неплохо, учитывая то, что он подсоединен к роутеру Xiaomi. Короче, проходим и резюмируем видео. В качестве выводов скажу, что Xiaomi это та компания, которая громко не заявляла, но просто взяла и сделала. Действительно, один из лучших экранов на рынке, с хорошей производительностью, с хорошей батареей. Могу ли рекомендовать? Да, он у нас в топе, вот в топ-1, вот у нас, знаете, у нас периодически выходит топ-5 планшетов, топ-5 ТВ-боксов. И он у нас находится в топ-5 устройств нашего канала именно в разделе планшеты. Цена со временем упадет. А вот стоит ли брать, допустим, сейчас Pad 7 Pro, он такой же по цене, как Pad 8 простой? Ну нет. Я вам скажу, Pad 8 простой в любом случае интереснее, чем Pad 7 Pro. Мне понравился. Играю на нем, смотрю кино, чего я вам желаю. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.